Знакомьтесь, это автор работы Старсков, Заур, он же Эсна. Хотелось бы сегодня, наверное, поговорить о твоей работе. Вот. И, насколько я знаю, это история из твоей жизни. Да. Это реальная история из моей жизни. Это тот самый период, когда я болел всем известным вирусом. Вот. Было тяжело верить в то, что все наладится и исправится. Но вокруг плюс постоянно показывают, что вот там всплеск заболевших, очень огромный процент вот это вот всех печальных моментов. Плюс еще на тот момент у нас был коллапс медицинской, или как это, системы здравоохранения в стране. Скорая просто не приезжала. Вот просто не приезжала. Ты звонишь, они берут трубку и говорят, что мы приедем в течение дня или через 2 дня. Ожидайте, будете ждать или не будете ждать. Но так и никто не приехал, вообще никто не приехал. В поликлинике невозможно было попасть, до врачей невозможно было дозвониться, никуда ничего невозможно было сделать. И я в буквальном смысле просто умирал. Медленно, но верно умирал. Я не мог получить никаких лекарств, потому что для лекарств нужны, собственно, основания, да, что вот подтверждение, что я болею, а потом там выписывают рецепты и т.д. и т.п., да, вот это всякая бюрократия. И я просто умирал. Так получилось, что даже компьютерную томографию невозможно было сделать. Там тоже была огромнейшая очередь, и на ближайшего, куда я мог попасть, это примерно там через месяц. Это было что-то в преддверии Нового года, то вот я мог попасть на томографию только после декабрьских праздников, собственно, на следующий год. Вот я записался на январь, там что-то 3-4 по очереди, но повезло мне, я не знаю, это все что угодно можно назвать чудом, как угодно это можно назвать, но оно со мной случилось, и мне буквально позвонили через 2 дня, по-моему, или 3, что кто-то отказался делать компьютерную томографию, вы можете прийти и сделать вот в такое-то время. Это было в какой-то глуши, это было очень-очень поздно ночью. Я собрался и поехал, и догадки подтвердилась. Левосторонняя пневмония с поражением легких, там это вот стекловидное матовое что-то там, кого-то там. Вот. И даже после этого я не мог сразу приступить к лечению, потому что такой вот был коллапс. Благо у меня брат врач, и там, по связям куда-то там, чего-то там, рецепты выбивали. То, что не могли выбить, я ходил, выклянчивал, умолял, просил. С горем пополам выкарабкался. Это младший брат мне там колол, все припарки делал, лекарства давал. Старший там курировал. Расскажи, какой смысл ты вложил в свою работу? Изначально, какой смысл? Изначально я хотел заложить посыл о том, чтобы люди ценили все, что им дается по умолчанию. Просто на секундочку задумайтесь. Все, что человеку дается по умолчанию, руки, ноги, уши, воздух, способности видеть, жизнь, люди не ценят. И только тогда, когда у нас это отнимают или пытаются отнять, мы начинаем понимать, насколько это драгоценно. Это драгоценнее, чем миллионы, миллиарды на твоем банковском счету. Это драгоценнее, чем все твои достижения в жизни. Это драгоценнее, чем твой гараж с 1000 коллекционными машинами. Это драгоценнее всего. Но, увы, по умолчанию люди почему-то вообще не ценят.
Вот изначально смысл был такой, но я потом сделал другой видос, где полностью изложил все свои мысли и призываю людей к тому, чтобы они ценили все, что им дается по умолчанию. Конкретно вот в этой работе, вот о чем эта работа? Конкретно в этой работе, в Гарри Поттере есть такой момент, когда профессор Дамблдоров достает нить памяти из своей головы и опускает в чашу, где она там преобразуется в воспоминания, и там вы видите визуальный ряд. Это вот про это. Это вот визуальная, это вот нить, которую взяли из моей головы, положили, и получилась эта вот работа. Как вообще у тебя зародилась идея в целом? Как зародилась идея? Ну, слушай, вообще идеи изначально не было. А это все получилось очень спонтанно, и все началось даже не с визуального ряда. Вот. Когда я болел, в свободное время, из-за того, что я же заперт, получается, вот. Ты не знаешь, чем заняться, ты думаешь, я не знаю, там уже все круги 15 раз находил, уже все перетрогал, уже поел 15 раз, уже посидел 15 раз, и не знаешь, чем заняться. Вот. Бывали такие моменты, что я садился, что-то там писал какую-нибудь музыку, да, пробовал писать, или учился писать, не знаю, как это назвать, но вот что-то такое у меня было. Когда было настроение, а оно было не всегда, почти никогда, я писал минут по 3, по 5, там, сидел, что-то пытался писать какую-то музыку. Почему по 3, по 5? Потому что при концентрации внимания, на тот момент, концентрации внимания на одном объекте, там больше 3-5 минут, у меня просто дико начинала болеть голова, а потом все вертеться, и такое себе было состояние, поэтому я не мог долго сидеть. Вот. Я мог писать там 2 дня в неделю, или мог вообще не писать. И это очень долго писалось, и я на тот момент болезни написал определенную мелодию. Понятное дело, когда ты болеешь, ты веселую музыку не напишешь. Да, она была, собственно, вот про мою боль, про мое состояние. Ну и вот, и я, значит, уже вот в настоящем, не в прошлом, в настоящем я сидел, слушал музыку из своего плейлиста. А в плейлисте вдруг там рандомно играет музыка, значит, из разных плейлистов, из моих подборок рандомно выбирается музыка и играет. Вообще абсолютно в хаотичном. Это вся моя любимая музыка, которую я себе там насохранял. И вот она играет, и в какой-то момент попадает моя музыка, которую я писал в то время, когда я болел. Меня накрыло, и я тогда задумался, почему бы не сделать какой-то визуальный ряд. Да? Но в чем была сложность? Оказалось, что у меня нет никаких ни фоток, ни видосов с того момента, потому что, вообще было не до вот этого вот «Привет, сегодня первый день того, как я болел». Нет, вообще не до этого было. Ни до видео, ни до фотографий вообще. Вот, и поэтому видеоряда у меня не оказалось. А поток мыслей был такой огромный, я просто там такой текст написал, думал, там такой видеоряд делать, такой видеоряд делать. Но у меня вообще ничего не было. Вот, и я сделал немножко другой видос с другой мелодией, а эту мелодию оставил, ладно, есть и есть. А потом в какой-то момент мне нужна была выписка из больнички о том, что я делал компьютерную томографию. Я искал эту выписку, и в папке, где была выписка, оказался диск. Когда я увидел диск, у меня просто пазлы сошлись, и я думаю, вот она, вот он мой визуальный ряд единственный.
в единственном экземпляре видос, фотки того времени, которые, собственно, и были связаны с тем моментом, который я, в принципе, могу сказать: о, вот это вот про то. Ну и все, я сел делать работу. А расскажи еще, там у тебя в работе вращаются... Руки? Да, это про Руки что? это... Казалось, будто бы кто-то с внешней стороны просто вокруг меня что-то колдует. И прям вот оно меня как будто сжимает, оно меня как будто разрывает, оно как будто вцепляется своими руками в мои легкие и просто их... Это вот... От руки это про это. Я очень сильно чувствовал вокруг какое-то давление, будто вот меня прям вот, я не знаю, как будто какой-то маг просто колдует над моими легкими. Такое вот было ощущение. Собственно, я это и показал. Вот, в принципе, и все. Ну что ж, спасибо тебе огромное, что уделил время. Желаю тебе творческих успехов. Спасибо. Удачи. Спасибо. Ну и надеюсь, до встречи.